Друзья, давно у нас в гостях не было интересных пернатых созданий. Про чудика с сапогом вместо клюва мы рассказывали, по-нашему китоглав или африканская цапля. Ну а у нас сегодня в гостях птичка, у которой вместо клюва ложка, ну или щипцы для салата. Зачем они ей? Давайте разбираться. Встречайте колпицу, она же обыкновенная колпица. Болотная птица семейства ибисовых, подсемейства колпицы. Объединены эти летающие лопатки в род имени себя, состоящий из 5 видов. И этого количества вполне хватило, чтобы расселиться почти по всей планете. Колпица гнездится в Южной Европе, реже в Западной, также в Азии и Северной Африке. В России эта птица встречается на юге, в Краснодарском крае, в низовьях рек Дон, Волга, а также на юге Забайкальского края, Красноярского, в Туве и Хакасии. Европейские колпицы зимуют в Центральной и Восточной Африке, азиатские в Индии и Китае. Заводить квартирки колпицы любят рядом со своими родственниками, аистами и цаплями. А это излюбленное этими видами пернатых болото. Кстати, выглядит колпица, не считая клюва, почти как соседи. Большая часть 80-сантиметрового тела – это тонкие ноги, поэтому вес у нее совсем небольшой, всего около 2 килограммов. Длинная изящная шея. Зато размах крыльев весьма солидный, до 120 сантиметров. Но вот с лицом у колпицы получилась проблема. А может быть, это не проблема? В природе ничего не бывает просто так. И это недоразумение на конце мордочки нужно для высшей цели всего живого на планете. Найти, чтобы вкусненького съесть. А смешная клюволопатка идеально для этого подходит. Просто ей нужно уметь правильно пользоваться. Колпица окунает свою мордаху в мутные болотистые воды, раскрывает клюв и начинает перемешивать болотный борщ, пока не найдет в нем плавающий кусочек мяса. Нащупав заветную вкусняшку, колпица цепляет его, как щипчиками, вытягивает из воды и глотает не глядя. А еще смешной клюв колпицы снабжен множеством чувствительных бугорков, так что даже в самой мутной воде пернатая точно знает, во что она тычет своей поварешкой. Форма такой хваталки у колпицы явно неспроста. Во-первых, с таким расширением крайне удобно отфильтровывать из водички побольше крошечных рачков и рыбок. А во-вторых, таким клювом очень классно цапать лягух, улиток и прочую подводную братву. Осознанно или нет, но люди, возможно, оценили такую форму и адаптировали ее под столовые приборы. Матушка природа дошла до этого точно быстрее нас. Также колпицы терпеть не могут одиночество, иначе зачем им столько соседей? Они постоянно собираются в стайки разных масштабов, от узкого круга друзей до целой армии пернатых поварешек. Иногда, когда нет близких родственников, колпицы примыкают к другим болотным птицам. Даже воспитание детишек у колпиц – это не дело одной закрытой ячейки общества, а задача всего коллектива. Сплетенные из камышей гнезда перемешиваются настолько, что не поймешь, где заканчивается одно и начинается другое. Иногда ситуация доходит до абсурда, и колпицы начинают скреплять свои гнезда с гнездами других видов птиц. А в период брачных игр эксперименты со внешностью у колпиц становятся еще более изощренными. На голове у них отрастает хохолок, который необходим для привлечения внимания к своей особе. А когда колпиц и колпица выберут друг друга, начинается обоюдное высиживание птенцов длиной почти в месяц. Птенцов выкармливают также вместе. В кладке обычно от 3 до 6 яиц. У юных колпачков, кстати, нет расширения клюва, иначе птенец не сможет забирать пищу из клюва более старших членов стаи. Иными словами, необычный клюв – это своеобразный паспорт и пропуск во взрослую жизнь. А еще есть розовые колпицы. Эти модницы обитают в новом свете. Дело в том, что розовые колпицы не умеют вырабатывать красные пигменты. Они получают его вместе с едой, пресной и солоноводными рачками. Рачки – это их любимое блюдо. Но далеко не везде они водятся в достатке. Часто птицы переходят на пищу покрупнее лягушек, мелкую рыбу, насекомых и кусочки водорослей. И в таком случае они лишаются своей окраски за пару месяцев. Такие сложности породили высокую цену на товар, который и без того являлся предметом роскоши. Но даже стоимость не отсеивала желающих приобрести головные уборы с уникальными перышками. Поэтому крайне прибыльное ремесло добычи перьев постоянно расширялось. И в какой-то момент колпицы не выдержали. Птички и так не особо плодовиты. Размножаться они начинают только на 3-й год жизни. За сезон пара откладывает не более
более 5 яиц, половина из которых гарантированно пойдет на корм енотам, хищным птицам и агрессивным муравьям. А дополнительная нагрузка на вид подорвала и так его небольшие ресурсы. К концу 19 века вид оказался на грани вымирания. На всю Флориду от него уцелела небольшая популяция, состоящая едва ли из сотни птиц. В остальных регионах Нового Света ситуация была ничуть не лучше. В колокол забили орнитологи. Им удалось убедить правительства США и Мексики запретить охоту на колпицу и другие вымирающие виды птиц. И вскоре мода изменилась. А у птиц начался новый рассвет. Сначала не без помощи людей. Они восстановили свою численность, а потом даже расширили свой ареал. Последние 10 лет птиц встречают в центральных регионах США, а в 2021 году они добрались до Нью-Йорка. И все благодаря потеплению климата. А вам понравились эти необычные птички с ложкой вместо клюва? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!